Алина с облегчением захлопнула дверь магазина. Наконец-то закончилась рабочая неделя. 2 выходных, никаких очередей, никаких взвешиваний и бесконечных поставок. Но не успела она перевести дух, как за спиной раздался знакомый голос. «Алиночка, а вы завтра работаете?» Она и без того знала, кто это. Петр Сергеевич. Вечно он возникает в самый неподходящий миг. «Завтра воскресенье», — ответила она, даже не оборачиваясь. «У меня выходной». «А, понятно. Тогда в понедельник загляну». Она повернулась и увидела пожилого мужчину с потертой авоськой и выцветшей курткой. Он смотрел на нее растерянно, будто надеялся на какое-то чудо. «Опять будет полчаса мелочь пересчитывать», пронеслось в голове. «Приходите в понедельник», бросила она и направилась домой. Этот старик всегда появлялся под закрытие, брал какие-то мелочи, а у кассы копался в кошельке целую вечность. Очередь нервничала, а он будто ничего не замечал, неторопливый, раздражающий. В воскресенье утром Алина проходила мимо магазина и вдруг остановилась. У входа сидела собака, серая, худая, облезлая, обычная бездомная дворняжка. Но вела она себя необычно, металась, скребла лапами порог, заглядывала в щель и жалобно скулила. «Кыш отсюда!» Махнула рукой Алина. Собака даже не шевельнулась, только пристально смотрела на дверь. «Бродячая», — подумала Алина и пошла дальше. В понедельник, когда она направлялась к магазину, на душе было тяжело. Собака никуда не исчезла, лежала у порога, свернувшись калачиком, изможденная. Алина повернула ключ, открыла дверь и вдруг услышала тонкий скулёж из угла за стеллажами. Она шагнула внутрь, и сердце ее сжалось. На полу среди коробок лежал крошечный слепой щенок, жалобно скулил и перебирал лапками. Собака влетела в магазин следом за Алиной, метнулась к малышу, принялась вылизывать его и тихо повизгивать от волнения. «Господи!» — прошептала Алина. Так ты пыталась к нему пробраться, она растерянно стояла над коробкой. Собака успокоилась только рядом со щенком. В голове Алины вертелась мысль, животным в магазине не место. Куда же их деть? «Ну и дела», — пробормотала она. «Как ты вообще сюда попала?» Собака лишь прижалась к малышу. Алина вспомнила пятничный вечер, когда в магазине было полно народу. Наверное, тогда собака и проскользнула незаметно, а родила уже ночью, когда магазин опустел. Все воскресенье она носилась снаружи, пытаясь проникнуть внутрь. «Ладно», — выдохнула Алина. «Что-нибудь придумаем». Она налила собаке воды, отломила кусочек колбасы из своего бутерброда. Собака жадно пила, словно боялась, что ее отгонят. Затем Алина открыла магазин. Первой зашла соседка, тетя Маша. Увидев собаку со щенком, она всплеснула руками. «Ой, Алиночка! Откуда это у вас?» «Да вот так», — махнула рукой Алина. «Может, возьмете? У вас внуки любят зверюшек». «Нет», — поморщилась тетя Маша. «У нас уже есть старый пес, ревнивый, он всех щенков не взлюбит». Следующим пришел сантехник дядя Коля, тоже отказался, жена не разрешит. У нее аллергия на шерсть. Молодая мама с ребенком тоже не согласилась, малыш потянулся к щенку, но мать отдернула его: «Не трогай. Грязный, может быть заразным». Алина стояла за прилавком, и каждый отказ отдавался болью в груди. Неужели никто не возьмет? К 3 часам она почти потеряла надежду. Дверь распахнулась, и вошел Петр Сергеевич, как всегда, неторопливо, с авоськой в руке. Тихо поздоровался, кивнул. Он остановился у входа, присел на корточки перед коробкой. «Ой», — тихо сказал он. «А это кто у вас тут?» Собака насторожилась, но он осторожно погладил ее по голове, и она завиляла хвостом. «Алина Олеговна», — обратился он к ней, — «а что с ними будет?» «Не знаю», — вздохнула Алина. «Держать здесь нельзя, а забрать никто не хочет». Он помолчал, снова погладил собаку. Щенок скулил и завозился. «А можно я их возьму?»
робко спросил Петр Сергеевич. Алина онемела. Смотрела на старика и не верила своим ушам. «Вы?» — переспросила она. «Серьезно?» «Да», — улыбнулся он. «Мне одному скучно, будет хоть какая-то компания. Научусь за ними ухаживать, в интернете почитаю». У Алины встал ком в горле. Этот медлительный старик, на которого она так часто раздражалась, оказался единственным, кто не прошел мимо. «Петр Сергеевич», — выдавила она. «Спасибо вам». Он замахал руками. «Да что вы, что вы. Мне в радость. Дома пусто, жена уже 3 года как умерла, детей нет. Вот и хожу сюда каждый день, чтобы хоть с кем-то поговорить». Алине стало совестно. Она вспомнила, как спешила его, как вздыхала при его появлении. А он всего лишь был одинок. Петр Сергеевич осторожно взял коробку, придерживая ее снизу. Собака насторожилась, но не сопротивлялась, будто доверилась ему. «Вот только не знаю, как донесу», — задумался старик. «Коробка неудобная, а они там вертятся». «Подождите», — сказала Алина и сбегала на склад за меньшей коробкой с ручками. «В этой будет лучше». Она аккуратно переложила собаку и щенка, постелила на дно мягкую тряпку. Руки ее дрожали, то ли от волнения, то ли от стыда, который все сильнее разъедал ее изнутри. «Алина Олеговна, а вы не подскажете?» — неуверенно спросил он, что им нужно купить. «Корм, миски». В этот миг Алина увидела перед собой растерянного, но решительного человека. Он взял на себя ответственность, хотя понятия не имел, как справиться. И все равно не прошел мимо. «Сейчас», — сказала она и быстро собрала по полкам все необходимое: банку мясных консервов для собак, пачку сухого корма, 2 пластиковые миски, пеленки и игрушку-пищалку. «Вот, это вам». «Да что вы, я заплачу», — попытался возразить он. «Не надо», — отрезала Алина. «Это подарок». Он хотел еще что-то сказать, но строгий взгляд заставил его лишь кивнуть. «Спасибо, большое спасибо». Петр Сергеевич подхватил коробку и пакет и направился к выходу. У двери обернулся. «Алина Олеговна, а к ветеринару их нужно отвезти?» «Нужно», — кивнула она. «Пусть завтра проверит, все ли в порядке». «Хорошо, обязательно схожу», — пообещал он. Дверь тихо закрылась. Алина осталась одна в пустом магазине. В углу лежала старая коробка. Она подошла, взяла ее, собираясь выбросить, но не смогла. Села на пол, прижала коробку к груди и разрыдалась. Она вспомнила, как раздражалась на этого старика, как торопила его, как думала о нем с пренебрежением. А он оказался другим, добрым, отзывчивым, готовым помочь, хотя сам живет бедно, это видно по одежде и потому, как он считает каждую копейку. «Господи», — думала Алина, — «какая же я была бессердечная». Она вытерла слезы, встала, выбросила коробку и вернулась за прилавок. Потянулись покупатели, обычный день. Но внутри Алины что-то перевернулось. Она смотрела на людей по-новому, уже не как на безликую очередь, а как на личности со своими историями, со своими невидимыми ранами. Она решила, что завтра обязательно спросит Петра Сергеевича, как устроились его новые питомцы, и больше никогда не будет его торопить. Прошло 2 дня. Алина все ждала старика, прислушивалась к шагам, тревожилась, не случилось ли чего. На 3-й день она разузнала у соседей его адрес, он жил в соседнем доме на 3-м этаже. Купила пакет яблок и печенье и после работы отправилась к нему. Дверь открылась не сразу, потом послышались шаркающие шаги, и на пороге показался Петр Сергеевич, удивленный, растерянный. «Алина Олеговна, вы ко мне?» «Да вот», — протянула она гостиниц. «Решила проведать. Как у вас дела? Как собака со щенком?» Его лицо осветилось теплой искренней улыбкой, и у Алины отлегло от сердца. «Проходите». Он посторонился. Они у меня отлично устроились. Квартира была скромной, с поношенной мебелью и вытертым ковром, но чистой и уютной. На диване, на сложенном пледе, дремала собака,
а рядом копошился щенок, уже окрепший и пушистый. «Вот они», — с гордостью показал Петр Сергеевич. Собаку назвал Бимкой, а щенка — Тобиком. Он у меня веселый, игривый. Алина осторожно погладила Бимку. Та приоткрыла глаз, вильнула хвостом и снова задремала. «Красавцы», — тихо сказала она. «Да уж», — улыбался старик. «К ветеринару свозил, все хорошо». Рассказал, как Бимка первую ночь под диван забилась, как Тобик прибрался к ней, и как теперь они оба встречают его у двери. Уходя, Алина задержалась на пороге. «Петр Сергеевич, заходите в магазин. Я всегда буду ждать». Он кивнул: «Приду». И добавил: «Спасибо вам, Алина Олеговна, за все». «Это вам спасибо», — улыбнулась она. «Вы настоящий человек». На другой день Петр Сергеевич снова пришел в магазин, как всегда, не спеша, с авоськой. Но Алина встретила его с теплой улыбкой, достала табуретку и поставила рядом с прилавком. «Садитесь, Петр Сергеевич. Не торопитесь, я никуда не спешу». Он благодарно кивнул, сел и стал неторопливо выбирать продукты. Впервые Алина не торопила старика. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодарим вас за просмотр. Желаем хорошего настроения и добра. До новых встреч!